Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой узор, который в исполнении очень легкий, а в изделиях выглядит невероятно красиво, эффектно, и изделие получается совсем не скучным. Такой узор подойдет для вязания летних футболочек, маечек, например, как вот эта кофточка. Также он интересно будет выглядеть в джемпере с длинным рукавом, кардигане, кофточке. С ним будет интересен палантин, и шаль будет тоже очень красивая. Он выглядит интересно как самостоятельный, ничего не добавляя, просто как пример пустить резинку по низу, горловину отделать резиночкой и манжеты рукавчика. Также этот узор будет очень эффектен в виде каймы. Если вы вяжете, к примеру, более теплый свитер или же осенний кардиган, и вот отделку по низу изделия или какие-то вертикальные элементы сделать с таким узором, он очень выгодно будет выглядеть на изделии. При вязании снизу вверх этот узор выглядит вот таким образом. Он формирует незначительную волну, но легкий манжет, даже не широкий, сантиметра 3, скроет эту волну, и она будет незаметна. Также ее можно убрать при помощи ВТО. Если же ваше изделие предполагает вязание от горловины, узор будет выглядеть вот таким вот образом. Волну также можно убрать, а можно наоборот оставить. Получится очень интересный фигурный вырез или же стоечка изделия. Изнаночная его сторона смотрится вот так. Для вязания такого узора подойдет как гладкая пряжа, так и ленточка. Практически любая будет красиво смотреться. Фантазийная пряжа, легкая фантазийная пряжа будет интересно выглядеть. Подойдут здесь любые пушистые виды пряжи, такие как кид-мохер, ангорка, и мохер будет тоже очень красиво выглядеть. К спицам узор абсолютно не привередлив. Рисунок будет красиво смотреться как в достаточно плотном вязании, так и в рыхлом. Свой образец я вязала из джинса спицами номер 3. На эти спицы, это номер 2,5, я просто перенесла узор. Вязала я другими спицами. Итак, раппорт данного узора составляет 8 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта узора, поэтому я набрала 20 петель, 16 это 2 раппорта узора, 2 петли симметрии слева и справа, так как этот узор предполагает петли симметрии с двух сторон, и 2 кромочные. Если же вы вяжете по кругу, вам все эти петли дополнительные не нужны, вы набираете количество петель кратное 8. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я просто переснимаю. Далее у меня идет 1 лицевая, это петля симметрии, и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можете вязать протяжкой, если вам так больше нравится или же удобнее. Я отдаю предпочтение провязыванию всех 3 петель вместе одной лицевой. Для этого я переношу 2 первые петли как лицевые на правую спицу. За работой подхватываю первую петельку, аккуратно все это снимаю и перед работой вторую петлю подхватываю. И таким образом я поменяла местами первую и вторую. Третью тоже нужно расположить открыто при моем способе вязания. Итак, далее я все 3 петли провязываю одной лицевой. Вот таким образом. И вот такой результат, как у меня на образце получается. И на маленьком образце в конце видео вы увидите результат, как эти петли выглядят в изделии. Далее 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид,
2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я сразу третью петлю меняю расположение на открытое. Первые 2 меняю местами, чтобы вторая петля у меня была первой на спице. И провязываю все 3 вместе одной лицевой. Далее 2 лицевые и накид. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Второй ряд провязывается полностью изнаночными петлями, как и все последующие четные ряды. Второй ряд я провяжу вместе с вами, чтобы показать, как я это делаю. Изнаночную провязываю изнаночной, накид провязываю открытой изнаночной петлей вот таким образом. И продолжаю вязать так до конца ряда. Изнаночные провязывая изнаночными, накиды также изнаночной петлей. Вот таким образом. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, четные круги вы будете провязывать все лицевыми петлями, накиды также лицевой петлей. Ряд заканчиваю кромочной. Третий ряд провязывается точно так же, как первый, только со смещением в одну петлю. Итак, кромочную я переснимаю. Лицевая — это у меня петля симметрии, и начинаю вязать раппорт узора. Накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной. Я поменяла местами первую и вторую петли и провязываю их одной лицевой. Далее 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид. 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной. Я меняю местами, вы провязываете, как вам это удобно, и провязываю одной лицевой. 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Я провязала 1 раппорт узора. Давайте еще 1 раппорт повторю, чтобы вы видели общую картину, как узор смотрится в стопроцентном хлопке из более толстой пряжи. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии, а дальше я смотрю, вот у меня здесь был накид первым, значит в этом ряду у меня будет первая лицевая петля. Далее накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю местами и провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Далее 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом. Далее 2 лицевые петли и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Лицевая — это петля симметрии, и кромочная завершает вязание ряда. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю петлю симметрии. Далее я смотрю, вот у меня накид был второй петлей. Значит, в этом ряду я делаю накид, потом пошло у меня 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Провязываю все 3 одной лицевой. Далее 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. И провязываю их одной лицевой. Далее 2 лицевые, накид и 1 лицевая петля. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот так. Образец хоть и маленький, но тем не менее здесь все хорошо видно, как ложатся петли. И вот даже в хлопке смотрится интереснее. Возможно, это из-за того, что здесь у меня достаточно яркая пряжа. Не знаю, это все дело вкуса.
Надеюсь, узор вам понравился, и с таким простым и легким узором вы обязательно что-нибудь себе свяжете. Спасибо, что провели это время со мной. Всем хорошего дня и до встречи на канале!